догадываться. Ну, давайте потом попозже об этом поговорим к концу видео. Следующий слайд. Я теперь вот уже подхожу медленно и уверенно к внутренним показателям, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. Помните, я вам говорил, что для того, чтобы прогнозировать, я применяю, в общем-то, ну, во-первых, для того, чтобы прогнозировать, вы должны понимать, что на рынок недвижимости влияют факторы внешние и внутренние. Внешние факторы очень сложно предугадать. Это в данном случае, допустим, война, да, как она будет развиваться, как будет двигаться фронт, так и будет меняться стоимость квадратного метра. Это очевидно. Могут быть еще там какие-то внешние факторы, голословные заявления, что завтра война закончится. Это мы на второй год войны слышали, и как люди, которые продавцы воспряли и решили продавать по европейским ценам свою недвижимость в том же городе Харькове. А вот внутренние показатели, они как раз и формируют истинное положение дел на рынке недвижимости. То есть стоимость очень сильно зависит, стоимость недвижимости очень сильно зависит от внутренних показателей, к которым мы сейчас и перейдем. Один из основных показателей – это количество сданного в эксплуатацию нового жилья. Я 2024 год взял, сравнил с довоенным годом в целом по Украине. Вот здесь видите, да, снижение на 33%, округлю в большую сторону. А теперь давайте у Харьковской области. Видите, что 2024 год здесь, друзья, что? Это не только город Харьков. Еще раз напомню, это Харьковская область. Конфиденциальная информация для служебного использования. Такая аббревиатура. А по-простому здесь ничего, друзья, не строится на первичном рынке. Кто-то мне из харьковчан пишет, что Андрей, говоришь полную ерунду. Я живу в Харькове, вижу, как строят и как грибы появляются новые, так сказать, новостройки. Напишите, друзья, кто в Харькове живет, соответствует ли это действительности. Нет, они как грибы-то могут появляться, новые новостройки, только они никогда не будут сданы. Мы сейчас говорим о первичном рынке, который, в общем-то, ну, показывает строительную отрасль. И в 2024 году, извините, нифига ничего не было сдано в эксплуатацию. Может, они там что-то строят и никогда не построят. Тут же главное денег собрать. А там уже видно будет. Но это официальная статистика, можете перепроверить. То есть один из ключевых показателей, которые характеризуют состояние рынка, перестали строить компании-застройщики. Задайте себе вопрос и ответьте на него. Почему? Я думаю, что, скорее всего, это неплатежеспособное население. А следующий слайд. Здесь за первое полугодие 2025 года, ну, другой информации нет. А сейчас там поменяли, слушайте, сайт. Вот помните, был такой анекдот, все было бы хорошо, если не стали улучшать. То есть улучшили служба статистики свой сайт, и там вообще нифига нет никакой информации. То есть, ну, вот как бы старая информация есть, а новой нет. А старый вот этот не поддерживается уже. Ну, мы за первые полгода посмотрим, чтобы объективно рассматривать ситуацию, что же произошло за первые полгода 2025 года. Харьковская область, друзья, показываю вам, видите, ничего здесь не построено от слова совсем. Вот здесь 478 единиц. Это в сельской местности дома, а люди, кто там построил, скорее всего, просто, может, сдал в эксплуатацию, да, зарегистрировал БТИ. Вот эти дома здесь присутствуют. Сельская местность, не путайте, мы сейчас говорим о первичном рынке, о строительной индустрии в Харьковской области. Она перестала как такова работать, то есть сдавать в эксплуатацию новое жилье. Но это тем, кто мне написал, что я занимаюсь пропагандой, и в городе Харькове, как грибы, появляются новые новостройки. Вот за полгода 2025 года ничего не было сдано. Я думаю, что из-за оставшейся, если служба статистики это будет публиковать, мы не увидим ничего на первичном рынке. То есть показатель, характеризующий состояние рынка в целом. Следующий, друзья, показатель очень быстро. Это количество людей. Ну, здесь это такой общий показатель. Я вам говорил, что по моим подсчетам, и мы сейчас разберем подробно, в Украине сейчас живет порядка 20, наверное, 5 миллионов. Оттолкнемся от статистики, которая официально 2022 год, первый квартал, в Украине проживало 41 миллион 167 тысяч в целом.
Также прошу обратить ваше внимание, в 1991 году, когда Украина стала самостоятельным, так сказать, государством, проживало 50, почти 2 миллиона населения. Вот как за период независимости, сколько там у нас, 30 лет прошло, да, как деградировала, и ну, это депопуляция называется, деградация общества, населения, то есть на 10 миллионов минус. То есть или уехали, или ушли в мир другой. Ну, хочу сказать, что, друзья, в хорошем государстве, в хорошей стране с развитой экономикой, ну, такое не происходит. Так это довоенная история. Теперь смотрим вверху. 7 миллионов 678 тысяч – это люди, которые уехали в Европу. Из них 4 миллиона 805 получили, так сказать, временной защиты. Как посчитали они вот эти 7 миллионов в целом, я не знаю. Но говорят, что эта цифра больше. Почему? Потому что кроме европейских стран есть же и Америка, правда, оттуда сейчас активно выгоняют украинцев. Есть же такие страны азиатские, то есть ну, 186 стран на глобусе, так сказать, да, земном. Э, Посчитали только Европу. Я думаю, что здесь больше гораздо людей, которые покинули территорию Украины. Теперь это официально, кстати, ну, будем отталкиваться от официальной статистики Организации Объединенных Наций, у них на сайте можете почитать. 2 миллиона уехало в Россию, но Российская Федерация, уполномоченные чиновники говорят, что это 5 миллионов. А недавно слушал Путина, он говорит, что порядка 10 или 12 миллионов. Ну, в общем, друзья, кто их считал? Как вот здесь, в России, беженцев, скорее всего, никто не знает точно сколько. Так и вот в Европе и в целом в другие страны, сколько уехало, тоже мы не знаем. Но берем те данные, которые хотя бы есть. 7 миллионов 678 это в европейские страны уехали, прибавляем 5 миллионов в Российскую Федерацию уехали, получаем 12 миллионов 678 тысяч. Добавляем 500 тысяч, это убитые, безвозвратно, так сказать, ушедшие из этой жизни молодые люди. И получаем, хотя ну, 13 миллионов 178 тысяч. То есть это люди, которые, скорее всего, ну, с этими это понятно, с убитыми, то есть, а вот уехавшие, я думаю, что, скорее всего, не вернутся они в Украину, потому что, ну, куда возвращаться? Вот сегодня по городу Киеву минус 17 температура воздуха, да, а квартиры без отопления, воды в высокоэтажке нет, ну, электричество есть. Но это ж не жизнь, друзья. А не дай бог, если, помните, трагедия была в Волчевске, разморозятся трубы. Их же никогда, друзья, не восстановят. Я вам приводил пример по структуре жилого фонда. Всего лишь 15% это новое жилье, которое было построено за период современной Украины. А остальные, сколько это? 100 минус 15, получается у нас там 75, да, или 85. 85% это все старое жилье со старыми коммуникациями. Если это все разморозится, то никто никогда не восстановит это. Я в этом даже не сомневаюсь. Я это вижу, как медленно на протяжении последних 10 лет разрушается в целом жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, которая обслуживает дома. Поэтому это будет трагедия, друзья, реальная. Итак, переходим к тому, что ну, занимательная математика, да. 41 миллион 167 – это то, что люди у нас остались, так сказать, до начала войны, минус то, что мы собрали информацию, 13 миллионов 178 тысяч, получили 27 миллионов 988 тысяч. Но с учетом того, что, друзья, еще раз, кроме европейских стран, существуют еще страны, куда уехали украинцы, сколько погибших, я взял 500 тысяч, но на самом деле, если украинские пропагандисты говорят, что со стороны Российской Федерации погибло миллион и больше, то ну, можно ровно столько же брать со стороны Украины. Но не бывает так, что Российская Федерация, которая превосходит по вооружению, по численности, да, потеряла в 2 раза больше. Ну, это пропагандист, да, этот, как его, гарант Конституции, ну, правда, это было полгода назад, сказал, что там, по-моему, 33 тысячи всего погибшими людьми. Поэтому
Я все-таки предполагаю, что вот здесь не 28 миллионов, а можно смело убирать, ну, как минимум 3 миллиона, да, которые не учтены. Ну, получим вот 25 миллионов, это похоже на правду, друзья. Ну, напишите ваши соображения, может, я где-то ошибся. Но я предполагаю, что 25 миллионов. То есть второй показатель, который характеризует людской капитал, помните, квартиры равно люди, да, ну понятно, что в квартирах же люди живут, не марсиане. И вот депопуляция населения Украины просто катастрофическая. Переходим, соответственно, квартиры кому не нужны? Ну, может, завезут марсиан или с Луны кого-то завезут. Может, они будут жить в этих квартирах. Но, естественно, я это, как она называется, с сарказмом говорю. Следующий слайд. Здесь я очень кратко уже говорил. EOSELA, это же такая программа за 4 года. Ну вот здесь я читать не буду. Было выдано, вот здесь, если вы посмотрите, тут они даже разбили, сколько педагогов, медиков, ветеранов, ученых получили квартиры по данной программе. Да? Всего 16 тысяч. Можете посчитать вот эти данные, вот этот, видите, вторичный рынок 10 462 квартиры, потом 5 тысяч это жилье построено и сдано в эксплуатацию, еще 1000 объекты на этапе строительства. Вот этих 16, так сказать, тысяч, друзья, за весь период войны. Но это как капля в море, да? Говорит, что капля в море, если она очень сильно соленая, то значит море стало еще соленее. Ну, глупость, правда? То есть несопоставимые просто цифры. Ну и напоследок, наверное, давайте тоже 25 миллионов. Помните, мы с вами пришли к такому несложному, в общем-то, подсчету. Осталось людей в Украине. Здесь, естественно, и старики, и дети, и женщины. Дам другую информацию. Это довоенное, видите, есть такое понятие, как сейчас оно в Европе называется рабочая сила. Ну, прям точно характеризует. Раньше это называлось экономически активное население с 14 до 70 лет, а сейчас рабочая сила. Ну, еще мобилизационный ресурс можно, да, говорить. Так вот, до войны было 16 миллионов 600 тысяч людей, которые относятся к этой категории рабочая сила, которые способны что-то зарабатывать. Сейчас, друзья, я так думаю, что если и осталось у нас, ну, порядка, ну, возьмем с учетом того, что миллион безвозвратно ушел из этой жизни, сколько убежало, то есть, может быть, миллионов 5, наверное, я думаю, чуть больше есть. Ну, с учетом того, что это все-таки и женщины, да. И вот представьте себе, насколько количество людей, которые способны зарабатывать, естественно, покупать недвижимость, снижается, или, как помните, такая шагреневая кожа, да, вот сужается, как шагреневая кожа, и с каждым годом их меньше и меньше становится. То есть опять мы сейчас, видите, говорим о людском, так сказать, капитале. Итак, друзья, прошлись по внутренним показателям, которые характеризуют состояние, так сказать, в целом, вернее, показатели, которые влияют очень сильно на рынок недвижимости. Ну, а теперь о прогнозах. Первый квартал 2026 года, наступившего уже. Я предполагаю, что все-таки, помните, там 5% у нас рост в годовом измерении. Когда мы будем сравнивать март 2025 года с мартом 2026 года, акцентирую на этом внимание, то есть мы погоду сравниваем квартал с кварталом, то увидим уже не 5%, я думаю, что 2% роста. Почему? Потому что вот эти все последние события, ну и впервые за 12 месяцев мы увидели, что из большинства, так сказать, классов снижается стоимость квадратного метра как на первичном, так и на вторичном рынке. Поэтому я так думаю, что каждый месяц минус по 1%. В итоге мы увидим где-то, ну, сравнивая еще раз март 2025 года с мартом 2026 года, возможно, рост всего лишь плюс 2%. И весь оставшийся год, я просто не сомневаюсь, друзья, ну, вот видите, вот ошибся в 2025 году, но это мои предположения всего лишь.
2026 год, друзья, я не сомневаюсь, что будет снижение стоимости квадратного метра, особенно в городе Харькове. Посмотрите, что происходит в целом по линии фронта. Я не военный эксперт, но смотрю все, и украинские, и русские, и американцы, и финны дают информацию. Там сейчас можно, благодаря интернету, можно найти все, что угодно. И какое-то независимое свое мнение или понимание, что происходит на фронте, можно, в общем-то, где-то как-то там понимать, где же та средина, да. Ну, все же очень плохо. А тем более мы говорим сейчас о северо-восточной части Украины, то есть это Харьков, это Суммы, это Чернигов. Вот скоро там что-то начнется ужасное тоже. Поэтому, друзья, будем, так сказать, поживем, увидим. До конца первого квартала осталось немного. Запишу такое же видео. Если ошибся, ну, признаюсь, скажу, что да, мои прогнозы, так сказать, или предположения были ошибочными. С чем это связано, не объясню, потому что я не могу это объяснить. Реально я это не могу объяснить. Но посмотрим, да. Друзья, пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины. Вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой, путеводной, конечно, в каменных джунглях рынка недвижимости. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.